Добрый день. Снова в кадре сумка с надписью Rubix с раритетами. Напомню, что уже я обозревал вот такие вот часы 10 анбоксингов назад. Пришло время следующего из этой же сумочки. И это будет вот такой вот мешочек. Сейчас таких мешочков, наверное, уже не найти. Причем он, наверное, даже не фирменный. Cuptvist.com. Да. Но внутри Megaminx. Megaminx раритетный MF8. Вот такой вот удивительный додекаэдр. Здесь пластинки. Не знаю, сколько лет это назад сделано. Логотипчик выдавлен на пластинке MF8. Вроде бы даже один. Ну и плитки здесь вот эти какие-то отклеиваются. Тут она неровно приклеена. Но, видимо, при эксплуатации они не очень надежны. Белый пластик и 12 цветов пластинок. Ну, для сравнения я приготовил современный Megaminx. Ну как современный? Dayan Megaminx Pro M. Сейчас уже есть поновей модели. Но у меня этот, и он шикарный. По размерам Dayan поменьше уже. Прям ощутимо. Ну, из-за пластинок тут размер увеличивается. Но не так, чтобы колоссально. Цветовая схема, конечно, удивительная. На Даяне вместо серого черный. Давайте сравним остальные цвета. То есть здесь должен быть серый. И какие тут еще есть? Вот. Это у нас голубой. Да? Бежевый. Ну, это скорее желтый. Розовый. Какой-то оранжеватый. Зеленый. Оранжевый. Снова голубой. С другой стороны. Белый. А тут белый такой вот уже уставший. От древности, либо от клея, который был под ним. Предыдущий владелец приклеивал. Напомню, что этот мешочек я выкупил у одного товарища, который мне за бесценок, за 100-200 рублей, кучу раритетов продал. У меня эта сумка много лет лежала, и сколько у него еще лежало, неизвестно. Кто знает, когда выпускали такой Megaminx, потому что я за свою карьеру не припомню, чтобы он был в продаже, а я с 2015-го занимаюсь головоломками. По крайней мере, я такой не покупал. У меня первый Megaminx это Dayan первый и Shengshou. Ну, Shengshou тогда был. А MF8, он, может быть, и продавался, но был не популярен. Давайте дальше сравним цвета. Белый, синий. А вот тут уже какие-то расхождения, да, пошли. Тут красный, тут такой вот ядреный желтый. Зеленый, красный. Фиолетовый. Так, это получается, что поменялось-то? Если белый, синий, красный, зеленый, фиолетовый, желтый и синий поменялись местами, да? Ну, некоторые изменения. А может, кто-то наклеил пластинки не так. Просто не задом наперед. Давайте попробуем собрать. В процессе наверняка, надеюсь, что нет, может что-то отвалиться. Он нормально вращается. И я напомню, что от MF8 у меня есть вот такие вот додекаэдры. И эти вращаются далеко не все и далеко не хорошо. Есть и Petaminx, и Gigaminx, и Master Kilominx, и Teraminx. Собирать можно, но уже сейчас посовременнее есть модельки. Посмотрим, что же было с Megaminx. Ну, я думаю, разберемся мы с цветами. Пробуем как положено перемешивать. Не сильно быстро. Как раз сегодня даже, кажется, Тимофей Тарасенко поставил мировой рекорд по Megaminx по среднему времени. И вот как совпало, что я видео про Megaminx снимаю.
На самом деле он поставил еще мировой рекорд по среднему времени в 6/6. И у меня для второго видео приготовлен был случайно 6/6. Но это на следующий раз. Сниму, наверное, сегодня. Но допустим, что это перемешано. Агрессивно собирать не буду. Потихонечку. Я предварительно собрал Даян. Ну, просто потрясающий мегамикс, конечно. Ну, давайте этот. Белый. Ты будешь белым. Да. Будет белым. Раз. Зеленый. Ус. Это синий такой? Так, он синий должен быть здесь, но он вот здесь. Непривычно, да, это темный синий. Еще. Еще какой? Бело-желтый. Должен быть вот фиолетовый. А, это уже крест. Вот этот бежевый совпадает с желтым. Но это, наверное, все-таки от времени. Так. И бело-красный. Есть вот красно-бежевый и вот белый, почти бежевый красный. Ну, наверное, вот этот. Так. Да, это потемнее, это посветлее. Звезда готова. Давайте дальше. Пара сине-желтая. Да, но она должна быть в другом направлении. Ну да ладно. Зелено-красная. Сейчас будет. Где-то я ее видел. Не, ну при желании, если его получше смазать, наверное, можно им и быстро собирать. Бело-сине-фиолетовый угол. Такого не бывает, да? Синий и фиолетовый на нормальном мегамиксе рядом не стоят. Бело-синий-фиолетовый. Даже потерял от радости. Так. Сюда. Зелено-фиолетовый тоже привычный. Ну да. И бело-желто-красная пара должна быть. Вот эта съехавшая пластинка и красно-желтое ребро. Непривычное сочетание. Так. Показалось. F2L готов. Так, но обычно я вот с этого начинаю. Давайте попробуем. Фиолетово-голубое ребро. Так. Дальше зеленый-голубой. Зеленый-голубой. Кто он? Вот этот, наверное. Да. Голубой, зеленый. И уголок еще такой нужен. Вроде бы он. Нет. Зеленый, голубой. А, это вот отсюда он. Это не тот. Вот этот. С фиолетовым должен быть. Забавно собирать. Вращение даже приемлемое, но это расхождение в цветах немного путает. Надо повнимательней. Так, вот эта пара бежево-красно-зеленая на сюда. Я сразу, наверное, достану. И сюда поставлю. Уголок на месте стоит. Ага. Отлетела красная пластинка. Вот отсюда. Запомним. Желто-розовый угол, красная пластинка отлетела. Если отлетит еще, можно будет испугаться. Чуть помедленней. Так.
Дальше. Вот это вот розовый такой. Розово-красный цвет. Да. Пара. Дальше красно-розово-желтый. Ё-моё. Ага, вот этот красный как раз был. Сейчас его на место поставим. И можно выдохнуть. Розово-желтое ребро. Так. Как-то вот так. Вот это красный. Так. Рано. Вылезает элемент. На место. Еще не собран. Лежал столько лет. Никого не трогал. Вот его достали и собирают. Это что за ядовито-зеленый цвет? Зелено-желтое ребро, видимо, должно быть вот такое. Так. Нужно зелено-розовое. Это, конечно, не розовый, но будем его так называть. Желтое ребро. Не ребро, а угол. Зелено-розово. Что-то вот такое. Сюда. Так. Вот эта пара отсюда. Угу. Дальше вот это оранжевый цвет. Оранжево непривычный. Оранжево-синий. Оранжево-синий сюда поставим. Здесь оранжево-зеленый стоит, а нужен еще зелено-оранжево-синий. А вот он. Так. Любитель мегаминцев, как вам расцветочка? Вроде поменяли всего 2 цвета местами, а уже непривычно. Так, сюда. Вот это, наверное, пара, да? Сейчас мы тут соберем. Так. Фиолетовый. Вот здесь вот фиолетовый оттенок есть. Переживем. Пока у нас в потерях 2 детальки. Так, остается последняя пара S2L. Это что-то сине-оранжевое. Как раз вот этот отлетевший фиолетовый. Вот. Мы теперь точно знаем, что здесь должен быть фиолетовый, а здесь красный. Ну что дальше? Верхний слой. Это палка. Это кто? Это 3 пиф-пафа. Так. Дальше. 2 ребра на месте по часовой. Это лямбда. Серый. Вроде так я делал. Так, потеря 3 элемента. Серенький. Но они пока все однозначно определяются. И что у нас? 2 угла на месте. 3 надо переставить. Я сделаю коммутаторами, потому что боюсь. Бежево-серый. Очень нежно делаю. И зелено-оранжевый. Так. Что-то здесь... Эти недостающие детальки меня, конечно, смутили. Я все испортил. Надо починить. Оставалась пара движений. Вот эта пара, но не той стороной.
Но я грубо поступлю. Медленно разбираться не хочется. Так, дальше. Вот это правильно стоит? Нет, неправильно. Вот это красный. Это красный. Это не пойми кто. Вот эту пару надо развернуть. Так. Теперь вот это. Вот так и надо повернуть. Только вот нет. Где она? Вот здесь вот красно-розово-желтый. Это вот этот. Вот. Вообще не просто. 3 детальки всего лишь отвалились. Дальше здесь с желтым. Желтый у нас цел. Вот этот. Так. Все, я починил S2L. Теперь это кто у нас? Это глаза. Глаза. Это серый. Делаем рыбку. Еще одну рыбку. Так. 2 на месте. Эти по часовой. На лямбде как раз у меня что-то отвалилось. Делаем еще раз. Так. 1 на месте. Остальные надо переставить. Очень-очень аккуратно давайте поступим. Зелено-оранжевый. Так. Зелено-розовый. Отсюда. Я тут, наверное, лишнее движение сделаю. У меня все попуталось. Дальше. Какой-то непонятный. Так. Ну, вроде все. На силу собрал Мегаминкс. Ошибся из-за этих деталек. Ну, или за криворукости. Выбирайте сами. Но вот такая вот раритетная штука. Мегаминкс. Компании MF8. Конечно, от времени, либо от недостатков конструкции пластиночки отпадают. За одну сборку отпало 3 штуки. Но я их подклею. Возможно, когда-нибудь соберу еще. А на этом все. Если нравится, пишите в комментариях. Всем спасибо. Всем пока.